Я в прошлый раз вам толком даже и не объяснил, как же устроен этот гриль. Но ничего, сегодня все поправимо. Значит, многие подумали, будто бы вся эта штука представляет собой то, что все называют коптилка, смокер, там, у кого на каком языке привык, да, что якобы здесь горит топливо и сюда поступает дым. Нет, этот гриль устроен совершенно по-другому, и я вам сейчас все объясню. Ну, пока что давайте снимем вот решетки, металлические решетки, где должны лежать продукты, когда они готовятся, либо когда они отдыхают. И давайте заглянем внутрь, как это устроено. Само горение, ну вот как у двигателя есть цилиндр, да, вот он, здесь вот расположено. Давайте сейчас просто включим. 200 градусов, поехали. Здесь внутри есть шнек, точно такой же шнек, как в мясорубке. И этот шнек будет подавать из хранилища пеллет, сюда пеллеты будет подавать. И эти пеллеты будут тлеть, гореть. Вот он их уже начал, так сказать, пережевывать. Досыплю-ка я еще пеллет. Готовить я сегодня собираюсь долго, поэтому засыпаю сразу пару килограмм пеллет. Этого будет достаточно. Ну вот, пеллеты уже начали подаваться в цилиндр, и внизу расположен поджиг. И сейчас с минуты на минуту пеллеты начнут тлеть и создавать то самое тепло, которое и будет греть гриль. Но, значит, надо еще раз объяснить, что греться будет вот здесь. Все тепло создается здесь, не в этом бункере. В этом бункере не тлеющие там, свежие пеллеты. Все гореть будет вот именно здесь. Именно здесь. Значит, осталось подождать немного, и работа началась. Ну, как же из этого небольшого источника тепла будет нагреваться вот эта довольно больших размеров решетка? Для этого здесь очень простое, но гениальное приспособление. Посмотрите, вот одна панель металлическая, она ставится вот так. И вот вторая металлическая панель. Она ставится вот так. Причем она устанавливается здесь под наклоном. И соки, жир, все, что будет вот капать с продуктов, да, на эту панель, она будет уже раскаленная равномерно, потому что сначала одна распределяет тепло, теперь вторая распределяет тепло. И все это будет стекать, плавно, осторожно стекать в сторонку. И вот здесь висит ведерко. Вот в этом ведерке соберется весь лишний жир, все лишние соки, но прежде чем это произойдет, прежде чем они соберутся в ведре, все эти соки будут медленно течь, стекать по этой наклонной пластине и дымить, создавать тот же самый дым, что возникает на мангале, что возникает в любом обычном гриле. Ну и давайте сегодня приготовим вот этих двух замечательных курочек. В принципе, в этот гриль поместится и 3 такие курицы, проблемы нет. Только приготовить я их хочу сегодня несколько, не так вот, не целиком курицу, а распластать их. Распластать и на решеточке, я думаю, что получится немного и поинтереснее. Ну, вопрос, как разрезать. Я думаю, что вдоль хребта получится получше. Ого, да, они довольно жирные. Жирные, и это хорошо. Значит, запаха и вкуса будет гораздо больше. Точно так же вторую. Понятное дело, да, что кур я предварительно замариновал. Ну, как замариновал? Там соль, там масло, да, совсем немного специй. Я намеренно не говорю, какие специи, потому что не хочу навязывать вам свое мнение в этом отношении. Выбирайте те, которые вы любите. Вам же кушать, а не мне. Да?
Гриль уже достаточно разогрет, и сегодня я не хочу готовить при какой-то адски высокой температуре. Я буду готовить при температуре примерно 140-150 градусов до тех пор, пока куры внутри не достигнут 60 градусов. А потом продолжим. Вы все увидите. Только что я сказал, что буду готовить до 60 градусов внутри курицы. Не сколько времени, там, не час, не два, а до тех пор, пока куры внутри не нагреются до 60 градусов. Как же я об этом узнаю? Вот есть щупы, здесь есть разъемы, и вот здесь тоже есть разъемы. Подключаем щупы, и гриль сам контролирует температуру. Когда когда курочка нагреется до 60 градусов, все остановится. И я подойду и изменю режим. Выставляю 60 градусов. И все, вставляем щупы. Ну, куда? Давайте в грудку. Если ножка переготовится, ничего страшного. А вот если грудка слишком сильно нагреется, это очень плохо, особенно для курицы. Закрываем и ждем. Все, больше ничего делать не надо. Вот в обычном гриле там надо же открыть, там тоже есть термометры, да? И тоже есть щупы, в продукты можно засунуть. Но чтобы поддерживать одну и ту же температуру в угольном гриле, придется от него не отходить и постоянно регулировать поддувало, тягу сверху там, и так далее. Да? Здесь ничего этого не надо. Во-первых, и дымок вы его видели. А во-вторых, идеальная выдержка температуры. Поверьте, это очень важно. Вот увидите результат и согласитесь со мной. Вот даже не знаю, сколько прошло времени, по моим ощущениям, часа полтора либо два. И вот что здесь происходит. Значит, все сработало, уже 62 градуса внутри курицы, поэтому печка уже остановилась практически, нагрев просто держит в режиме подогрева 96 градусов. И давайте посмотрим, как выглядят курочки. Да вот как выглядят, неплохо, но, разумеется, они еще не готовы, потому что температура внутри этих кур сейчас 62 градуса. Куры считаются готовыми, когда внутри них температура 84-85 градусов. Вынимаю пока что эти термощупы. И теперь на некоторое время мне курочек надо снять. Для чего? Для того, чтобы в них равномерно распределилась температура. Ну, значит, во-первых, вот что радует, что они не прилипли к решетке. И видите, у них сверху они так подсохли. Красиво, аккуратненько. В них еще, конечно, очень-очень много сока. Погремушечку я пока что остановлю и дам курам полежать минут 20-30. Для чего? Посмотрите, для чего я их накрываю крышкой. Для того, чтобы тепло в них равномерно распределилось, для того, чтобы они даже слегка остыли. И после этого я продолжу готовить, но уже на другом режиме. Не переключайтесь, все самое интересное только начинается. Сейчас я хотел бы вам показать, а сколько топлива было израсходовано вот за полтора либо 2 часа работы. Я ничего не добавлял. И вот сколько здесь еще этих пилет. И я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы доготовить. Только представьте себе, что вот какая-то печь, и вы топите ее, там, не знаю, яблоневыми дровами. Либо вы гриль какой-то развели и готовили в нем 2 часа. Сколько угля у вас уйдет? И здесь всего лишь навсего килограмм топлива ушло. Понимаете, какая эффективность? В момент, когда все это разгорается, гриль изрядно дымит, а сейчас он снова выходит на
заданную температуру, только в этот раз я задал температуру уже 200 градусов, 225 градусов, потому что жарить буду по-другому. Паровоз раскочегарился как следует. Слышите, как там пламя гудит вообще, как будто там, не знаю, солярка горит. На самом-то деле мы же знаем, что горят древесные пелеты, не больше того. Ну и вот все то, что накапало на этот лист железа, который распределяет тепло, все это сгорает прямо сейчас. Температура листа железа, вот этого, который нагревается, собственно говоря, от которого тепло уже передается непосредственно на продукт, порядка 250 градусов. Очень хорошая температура. Ну и раскладываем кур. Только теперь я буду класть их кожей вниз. Понимаете, да? Если мы до этого момента готовили со стороны каркаса, то теперь кожей вниз я хочу, как бы это сказать, нарисовать на ней полосочки от гриля. Не забыть воткнуть щупы. Снова в грудку. И теперь я буду следить, когда температура будет внутри грудки градусов 75. Вот будут настоящие коры гриля, а не то, что продают возле станции электрички. Возможно, кто-то из вас не смотрел первые два выпуска, когда я готовил на этом гриле утку практически по-пекински, когда я готовил на этом самом гриле мясо, грудинку. Все тогда, знаете, там очень много специалистов, оказывается, по такого рода грилям. И они прибежали ко мне и сказали, что сделал все неправильно. Но я сделал настолько неправильно, что и дети, и внуки, значит, все попросили, чтобы я приготовил точно такое же мясо еще, потому что тот кусок мы ели, не знаю, с неделю, наверное, каждый завтрак, и когда хотели перекусить, каждый раз ели. И это было очень вкусно, это было очень вкусно. Вот сейчас видите, как дымит? Это не пелеты дымят, это с курицы капает жир, сок, и вот он-то и создает этот дым. Напоминаю название этого гриля. Тем, кто не смотрел, может быть, это будет, значит, в новинку. Эгер. Называется он Эгер. Эгер Wood Pellets Grill. Я дам ссылку, где можно купить такие грили. Понятное дело, что такая хорошая вещь не может стоить дешево, да? Но это на самом деле шикарная вещь. Хочу посмотреть, что там внутри. Что-то я волнуюсь. Что-то надо заглянуть. О! Нет, пока все в порядке. Все в порядке. В общем, кажется, сейчас уже придут соседи и попросят прекратить безобразие, а кур мало, на всех не хватит. Поэтому давайте остановим это дело. Тем более, что куры выглядят вот как. Я не знаю, может быть, что-то прекраснее. Можно ли было еще красивее и вкуснее приготовить этих кур, я не знаю. Я останавливаю работу гриля. Понимаете, вот тоже, вот будет угольный гриль. И чтобы прекратить работу на угольном гриле, что придется делать? Ну, ведро воды туда налить или как? Или заглушить, но он там тоже все равно не так-то сразу не потухнет. Ух! Это я тут вот щипцами этими трогал и порвал кожицу. Цыпленки же, понимаете, на настоящей курице-то все это гораздо крепче. Ну, что вам сделать, ребят?
Вам вообще как-то еще надо доказывать, что ли, что это шикарная вещь, что лучше просто не придумаешь. Давайте, буду доказывать. Раз вы так просите, то это тоже хорошее, а это красивое. Вдруг завтра гости придут. Ладно. Вы и есть мои гости. Ну, супер готовая. Супер готовая. Очень важно, конечно, вот в этих всех грилях и в таких вот нещадящих режимах приготовления не переготовить, понимаете меня, да? Попробовать? А макароны есть?